Привет! Чем порадует вас завтрашний день? Здесь можно послушать и посмотреть такой расклад. Перед вами две колоды одного и того же автора. Это Ленорман, это Кипер. Я буду использовать обе колоды, чтобы посмотреть, чем вас порадует завтрашний день. На Ленорман мы будем смотреть на любовь, на отношения в паре, если вы с кем-то имеете отношения, либо ищете. И здесь на Кипер от того же автора я посмотрю для вас на работу, деньги и отношения в семье, самочувствие. Вот такие будут вопросы подниматься, и вы найдете то, что вам нужно здесь для продвижения себя по жизни. Итак, первый расклад, первые карты будут на отношения. Чем порадует ваш любимый завтра Ваш любимый, чем он вас порадует? Я ищу карту любимого, чтобы узнать, чем он вас порадует, если он у вас уже есть. Кстати, я не сказала, что этот расклад актуален для всех. Для тех, кто в отношениях или нет, любой возраст. И мои видео, они становятся более сильными со временем. То есть актуально тогда, когда вы нашли. Они как намоленные иконы, я уже много раз говорила, это правда, потому что предсказание – это священное действие. И то, что вы услышите здесь, вам поможет и будет актуально в тот момент, когда вы нашли. Смотрите. Итак, чем же порадует вас он завтрашним днем? Он смотрит на карту тучи, и сзади него карта сад. Он хмурится немного сейчас. И может быть это связано с тем, что очень много работы. У него сад — это чего-то много, да? Чего-то много у него происходит, какая-то гора, какие-то препятствия у него возникли. А что же это за препятствия возникли у него? Он получил какое-то известие, и это известие его очень сильно расстроило. Может быть, это известие о его самочувствии. Здесь я вот чувствую это, потому что карта тучи об этом. Может быть, он получил, не знаю, результаты плохих анализов, у него холестерин высокий. Или же врач ему сказал, он сходил к врачу, что позаботься о себе, уже последний звоночек. А он до сих пор ведет такой безалаберный образ жизни. Либо же это его какие-то дела семейные, может быть, с его первой семьей, то есть с родителями, потому что есть письмо и плетки. Общение с кем-то его очень расстроило, что он будет делать по отношению к вам. Ну, конечно, он придет к вам за помощью, за разговором, потому что звезды — это очень хорошая карта. Первая карта, которая здесь такая очень многообещающая, она вышла, когда я спросила, а по отношению к вам ли это? Нет, абсолютно нет. Он хмурится, у него какие-то свои дела, что-то не идет у него, но он вас порадует тем, что вы мечтать с ним будете о чем-то хорошем, и хорошее что-то будет исполняться, потому что карта звезды — это исполнение мечты. С вашей стороны вы смотрите на карту Солнца, и сзади вас карта птицы. Это какое-то очень радостное с ним общение. Смотрите, может быть, вы сейчас одиноки, вы встретите кого-то, с кем-то будет успех, успешная встреча. Солнце и птицы, с кем-то успешная встреча вас ожидает с мужчиной. Особенно актуально для девочек, кто ищет себе пару, и для мальчиков тоже. Какая-то успешная встреча с мужчиной, новая встреча, новый человек придет в вашу жизнь и скрасит ее. Новый человек для дома, новый человек для вашего дома. Я здесь закончила расклады на отношения, буду сейчас их еще вам немножко более подробно интерпретировать. Смотрите, чем порадует ваш любимый человек, если вы в отношениях. Вот эта карта звезды очень хорошая. Она говорит, что он придет к вам, приедет или придет. Это сближение. Звезды, когда сближение, когда есть путеводная звезда, которая приведет его к вам. Но у него есть какие-то проблемы, он придет со своими проблемами. То ли он придет уставший, замученный, какой-то неорганизованной жизнью. Я здесь вижу неорганизованную жизнь, потому что сад и вместе сад — это вообще социум, и там гора, какое-то препятствие, тяжесть у него идет сейчас по судьбе. Это препятствие и тяжесть мешает ему жить на белом свете, и в вас он находит утешение. Я вижу, что он недавно получил какое-то неприятное известие, может, связано с работой. Это известие его очень расстроило,
и он, безусловно, в вас будет искать утешение. То есть у вас будет с ним доверительный разговор. А еще здесь видно, что если вы ищете мужчину, медведь, солнце, птицы, у вас будет общение с каким-то новым человеком. И этот человек будет очень хорош для личной жизни, для ваших новых отношений. Новые отношения, новый мужчина в доме. Вот так это прочитывается. А еще это говорит о том, что несмотря на все его препятствия, какие-то его хмурое настроение, может быть не очень хорошее самочувствие, может быть ему кто-то испортит настроение завтра, он придет домой хмурый, уставший, такой разрушенный весь, да? Несмотря на то, что у него было много работы, плетки и много разговоров с кем-то. Может быть, он участвует в каких-то переговорах, или же он ищет работу, здесь тоже может быть, он придет уставший. Но встреча с вами будет для него очень успешной и радостной, даже если вы в отношениях. Я вижу, что мужчина в доме, все в порядке, все на мази, все нормально. Карта башни указывает на то, что если некоторые из моих слушателей одиноки, по этому раскладу вы очень даже можете уже начинать что-то делать для того, чтобы познакомиться с мужчиной. Это хороший день заложить фундамент для отношений, искать мужчину, очень приятного и приличного для дома, для дальнейшей общей жизни с ним. Очень хорошие карты вышли, да? Новый мужчина в доме и успешные разговоры. Хороший расклад. Ну вот, это был на отношения. Я сейчас эти карты собираю. Мне нужен весь экран, чтобы разложить на денежки, на карьеру и разложить карты на семью. И кому нужно на самочувствие. Не всем нужно самочувствие, если девочки себя и мальчики хорошо чувствуют. Но в любом случае, я думаю, что такая медицина, которая preventative, как же сказать это, боже мой. Вот бывает слово выскакивает, потому что я в потоке нахожусь, когда предсказываю, да. Напишите, девочки, пожалуйста, в комментариях. Я, конечно, это слово знаю. Оно просто у меня выскочило из головы. Эти карты называются Кипер. Очень правдивые карты, поэтому я называю гадание правдивое. Там кто-то думает, я себе комплимент делаю, но каждый в меру своей испорченности, да. 4 карты вышли, они так выпрыгнули, я их и возьму. Что здесь у нас есть? Что здесь у нас есть? Кипер очень классные карты, как видите, но стиль художника такой же, и очень хорошо открывается один канал связи с высшими силами, очень хорошо по нему вам читать. Итак, какая-то приличная женщина на работе, с ней будет встреча. Или у вас, у приличной женщины, будет встреча на работе с приличным мужчиной. Это тоже может быть романтическая какая-то вовлеченность с мужчиной на работе. Может быть, вы кому-то нравитесь или вам кто-то нравится. Человек показывает вам знаки внимания, и вы тоже показываете ему знаки внимания. Человек очень приличный, организованный, очень дисциплинированный, такой подтянутый, стройный и немножко серьезный человек. И вы знаете, у него к вам большие надежды есть, потому что эта карта большой надежды очень хорошая. С ним может быть дружба и даже больше. А сейчас я буду конкретно делать на работу расклад. Так, сигнификатор работы – это башня. Мы сейчас с вами ищем башню. И что перед ней, и что после. Вот башня есть. Это сигнификатор работы. Сигнификатор денег – это карта рыбы. Я сейчас посмотрю, что до рыб и что после рыб. Очень важно знать это. И будем разбираться, что там к чему, да. Что у вас, кстати, вот в этой колоде, кстати, я забыла, что я с Кипер имею дело. Здесь просто есть другая карта денег. Окей, я вам ее сейчас покажу. Видите, я все в потоке Ленорман нахожусь, да? Ну вот она и вышла. Это карта фортуны, то есть больших денег. И сейчас я покажу вам предиагностику, а потом начнем разбираться. Вот фортуна – это денежки. Это же тоже ритуал. Да, я тоже делаю ритуалы. Я здесь священно действую. Итак, что же видно? Ну, во-первых, денежки. Вы почему-то плакали, но денежки сыплются вам в эту сторону, и вы будете богатая госпожа.
сыплются именно к вам. Не плачьте больше, не грустите, потому что вот пока вы грустите, это мешает прийти вашим денежкам. Здесь с этой стороны башня, ваши ожидания, его мысли. То есть чьи-то мысли, может быть, это, кстати, тоже ваши мысли относительно работы. Вы давно не делаете какой-то шаг на работе, может, боитесь сделать какой-то решительный шаг на работе, может, боитесь открыть свой бизнес или сказать боссу кому-то или кому-то что-то еще. Встреча, опять будет встреча с боссом, скорее всего, на работе или с сотрудниками. Что-то будет за встреча. Вышла карта, называется Work and Occupation. Очень хорошая карта, и как раз она здесь вовремя и по делу, поскольку расклад на работу. И я вижу, что в этом случае у вас будет какой-то митинг, то есть, другими словами, встреча. Вообще митинг по-английски это встреча. Встреча по работе. Вам не нужно знать английского, я знаю, но на картах так написано, и я уважаю карту, тогда она больше мне открывается. Смотрите, как все замечательно. На работе вас повысят. Сейчас идут переговоры в высших эшелонах власти, чтобы вас повысить. Это очень хорошо, дать вам денежку, перемены будут в лучшую сторону. Видите, какой фон прекрасный этой карты? Вас ожидают перемены в лучшую сторону на работе. Может быть, вас повысят. Во всяком случае, здесь карта доблести. Вами будут довольны и вас вознаградят. Вознаградят вас по достоинству. На работе именно будет встреча, вас вызовут на собеседование, вас вознаградят. Кто ищет работу, это самый благоприятный день для поиска работы. Не нужно больше ничего ожидать. Вы теряете зря время. Теперь с этой стороны мы смотрим на денежки, и я вижу, что вы будете еще очень богатая девушка. Только не грустите. Скорее всего, денежки вам принесет тоже ваш любимый человек, потому что это вы в любви, это лодка любви ваша, и там много денежек принесет вам любимый человек. Вышла карта фальшивой персоны, но кто-то у вас попросит взаймы, может быть, и не отдаст вам, так что не одалживайте никому денежки. Вот так говорят карты, не нужно никому ничего одалживать, ни в коем случае. У вас есть мысли по этому поводу. Смотрите, вы все равно грустите по поводу денег. Я не знаю, кто-то из моих слушателей, какая-то часть немалая, грустят по поводу денег. Денег вам до сих пор не хватало. Может, кто-то взял взаймы, не вернул, или вы потратили на что-то вам ненужное совершенно, да? Но ваш любимый человек принесет деньги в дом обязательно. И карта колесо фортуны или просто фортуна, она говорит, что вы еще будете богаты. И вот буквально с того дня, на который вы смотрите, открывается богатство, открывается вот такой рог изобилия. Не грустите, главное. Не грустите, не заботьтесь о том, что вам что-то не вернули. Вот оставьте это как есть. Это вчерашний день. И знаете, если даже долг вернут, я не вижу, что его здесь вернут, но если бы даже долг, во всяком случае, в этот день, может, вернут в будущем, это расклад на один день, но если даже вам долг и не вернут, от тех денежек ничего не зависит. У вас будут новые деньги, и будет много, достаточно и даже больше. Я сейчас собираю эти карты Кипер, и я буду смотреть для вас на семью и самочувствие. Смотреть нужно весь расклад, конечно, чтобы он сбылся. На такие условия любого предсказания, лишь только там, где идет реклама услуг, если человек принимает и делает расклад, чтобы показать вам, как он работает, да? Там будут всякие тайм-коды, и это можно посмотреть 1-2 минуты. У меня не так, поскольку я лично не принимаю, трачу свою предсказательную энергию на общих раскладах. Так что мои расклады сбываются, если человек берет время посмотреть весь расклад. Кстати, это вас расслабляет, это вы не для меня это время уделяете, а для себя. Кто-то мне написал, там я уделила время. Это вообще смешно даже читать такое, потому что эти расклады расслабляют, лечат душу. Они делаются, они мистические для вас, и это все для вас, не для меня. Вы не уделили время мне только себе. Я это делаю для вас. Где что вы уделили время мне? Я же здесь о себе не разговариваю, правда? Так вот, по этой причине. Это будут другие карты. Я решила сделать на
здоровье и семью на картах Таро. И мы будем смотреть. Ангельская защита. На вас стоит ангельская защита. На вашем доме, на ваших близких стоит ангельская защита. Сейчас вам нужно получить какие-то знания касательно вашей семьи. Что-то за знания. Вы знаете, у вас очень сильные корни. Род ваш поддерживает. У вас будет какой-то праздник, будет что-то хорошее приходить в вашу семью, какие-то хорошие новости вы получите, светлые, радостные новости. Вот эти знания вы получите. Может, дети будут думать и с вами разговаривать на тему, где пойти учиться, там в садик, в школу, в университет. И вы скажете, а почему бы мне чему-то не поучиться? Дети учатся, и я что-то хочу тоже чему-то поучиться. То есть учение это за плечами не носить. И это единственное, что инвестиция в себя. Еще инвестиция в себя – это еда, но еды нам нужно чем меньше, тем лучше, да. Так вот, единственная инвестиция в себя – это обучение, потому что чем умнее человек, тем у него жизнь наполненнее, тем он может быть богаче, и все остальное в лучшую сторону может меняться у него. Итак, я еще вижу одну карту, и это на семью. Я вижу, что кто-то хочет вас впечатлить, кто-то хочет привлечь ваше внимание, и кому-то нужна сейчас ангельская помощь в семье, наверное, кто-то болеет, у кого-то есть какая-то проблема. И вы грустите по этому поводу, вы не знаете, как все дальше сложится. Мы посмотрим. Вот смотрите, все будет в порядке, не волнуйтесь. Главное, не падайте духом, потому что есть ангельская помощь и защита. Здесь для вас все будет в порядке. Будет что-то происходить такое, что полностью поменяет ваши отношения в семье в лучшую сторону. Я вижу, что у кого-то есть какие-то происходят очень серьезные проблемы между детьми и родителями, очень серьезные проблемы, которые нарушают ваш покой, и вы не можете договориться, вас не слышат, совершенно не слышат. И здесь я вижу, что все будет лучше, все будет происходить лучше. Вам нужно просто не очень-то влезать друг другу в душу. Вот эти душевные разговоры, да, по-славянски, они здесь вам не нужны, они лишние. Просто немножко с холодком, потому что этот спор должен прекратиться, если вы не будете друг другу что-то доказывать. Вы все равно ничего не докажете. Точно так, как вам ничего нельзя доказать. Вы знаете точно, что произошло раньше, правда? Вы знаете все четко, точно, и этому человеку другому тоже ничего не докажешь. Что касается вашего самочувствия, я здесь вижу ангельскую защиту, сильную защиту вашего рода. Ваш род передает вам такое послание, что вам нужно чему-то обучаться, вам нужно быть немножко прохладнее с родственниками, и у вас будет все хорошо. Самочувствие я здесь вижу хорошее. Все у вас будет происходить просто прекрасно и замечательно. Я собираю эти карты, это было на здоровье и на отношения в семье. Я не думала брать Таро, но так получилось, что Таро тоже здесь нам помогло. Огромнейшее спасибо вам за лайки и донаты. Кто посылает донаты у меня на сайте, кстати, это можно сделать, у кого есть такое желание, там $1 или 2, это будет очень, очень здорово, потому что мои клиенты не поддерживают мою работу на YouTube, что у многих, да. У меня этого нет, поскольку я полностью себя посвящаю общим прогнозам. Там можно мне послать донат на сайте. Переход на сайт есть под каждым видео, и получить от меня там благодарность, эксклюзивный просмотр моих целительных видео. Если у вас нет возможности послать донат, пожалуйста, не обижайте меня тем, что вы думаете, что я у вас что-то выпрашиваю. Это абсолютно не так. Если вы поставите лайк, это будет ваша очень сильная благодарность за мою работу. Я очень вам благодарна за лайк, за то, что поделились с друзьями или написали ответ на чьи-то комментарии. Это все очень здорово с вашей стороны. Я надеюсь, у вас сбудется этот прекрасный расклад, и у вас будет все хорошо. Приходите еще. Кстати, подписывайтесь на канал, потому что вы вызвали мое видео. Я с удовольствием к вам пришла и подписалась на вас. А вам необходимо подписаться на мой канал, чтобы эти расклады сбывались, поскольку делаю расклады, конечно, для своих подписчиков, ну и для гостей канала, кто собирается подписаться. Всем желаю счастья, добра, любви, и увидимся с вами на моих следующих видео. Всем пока!